Забудьте все, что вы знали об Илоне Маске. Электромобили, ракеты, Марс, Твиттер – все это лишь верхушка айсберга. Красивая обертка, созданная для заголовков и камер. Но сегодня мы заглянем туда, куда журналисты обычно не смотрят. Знали ли вы, что однажды Маск за 72 часа собрал устройство из ракетных деталей, чтобы спасти детей на другом конце планеты? Устройство, которое так и не использовали. И история эта закончилась совсем не так, как вы думаете. Знали ли вы про машину размером с трехэтажный дом, которая печатает автомобили за секунды? Про кабели, внутри которых течет жидкость? Про робота, который шьет человеческий мозг тоньше, чем волос? Звучит как фантастика, но все это существует прямо сейчас, и большинство людей об этом даже не слышали. В этом видео 9 изобретений Илона Маска, о которых не принято говорить. Технологии, спрятанные от камер. Решения, изменившие целые индустрии. И одна загадочная серебристая капсула, история которой заставит вас по-новому взглянуть на этого человека. Кто он на самом деле? Гений, опередивший время? Мастер создавать невозможное? Или талантливый шоумен, который знает, как привлечь внимание? Ответ вас удивит. Устраивайтесь поудобнее. Впереди путешествие от темных пещер Таиланда до орбиты Земли, от заводских цехов до человеческого мозга, от провалов, которые он превращал в победы, до секретов, которые не показывают в новостях. Готовы? Тогда начнем. Luxury Insight. Июль 2018 года. Таиланд. Провинция Чианграй. Представьте себе место, где солнечный свет не проникал миллионы лет. Пещера Тхам-Луанг – это лабиринт из камня и воды, уходящий на 10 километров вглубь горы. И именно там, в кромешной темноте, на крошечном сухом пятачке в 4 километрах от входа, оказались заперты 12 мальчиков из юниорской футбольной команды «Дикие кабаны» и их тренер. Они зашли на обычную прогулку после тренировки, но внезапный муссонный ливень превратил пещеру в ловушку. Вода поднялась так быстро, что отрезала им путь назад. Мир замер в ожидании. Спасательная операция оказалась невыполнимой. Путь к детям занимал почти 5 часов. Через ледяную, абсолютно мутную воду, где не видно собственной руки. Через туннели настолько узкие, что профессиональным дайверам приходилось снимать баллоны с воздухом и проталкивать их перед собой. Один из опытнейших специалистов, бывший тайский морской пехотинец Саман Кунан, потерял сознание на этом маршруте и больше не пришел в себя. Он просто выполнял свой долг, доставлял кислород детям. И вот в разгар этого кризиса, когда эксперты со всего мира ломали головы над решением, в социальных сетях появилось сообщение от человека, который находился на другом конце планеты. Илон Маск написал, что готов помочь. Мир привык к его громким заявлениям. Электромобили, ракеты, планы колонизации Марса – все это звучало как научная фантастика. Но то, что произошло дальше, удивило даже скептиков. Спустя всего 72 часа на аэродроме в Таиланде приземлился грузовой самолет. Из него инженеры компании SpaceX и The Boring Company выгрузили нечто похожее на реквизит из фантастического фильма. Узкая серебристая капсула, гладкая, почти инопланетная, размером едва достаточным, чтобы вместить одного ребенка. Как выяснилось позже, она была построена с использованием деталей от ракеты Falcon 9. На ней были установлены титановые ручки для переноски и специальные порты для подачи кислорода. Это было невероятное инженерное решение, созданное с нуля за 3 суток. Но вот парадокс. Капсулу так и не использовали. Более того, один из руководителей спасательной операции, британский дайвер Ричард Стентон, публично заявил, что устройство было непригодным. Слишком жесткое, слишком длинное. Оно никогда бы не прошло через самый узкий S-образный участок пещеры. Так что же это было на самом деле? Гениальное изобретение, прибывшее слишком поздно? Или нечто совсем другое? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. И чтобы его найти, нужно сначала понять, как работает разум Илона Маска. Нужно заглянуть в его арсенал технологий, тех, которые уже меняют мир, пока мы смотрим в другую сторону. Потому что эта капсула, получившая кодовое название «Дикий кабан» в честь футбольной команды мальчиков, не появилась из ниоткуда. Она родилась из экосистемы изобретений, каждая из которых связана с другим. И только увидев всю картину целиком, мы сможем вернуться к той пещере и понять, что произошло на самом деле. Чтобы понять, откуда взялась та серебристая капсула, нужно начать с самого неожиданного – с обычной розетки.
2012 год. Компания Tesla только что выпустила свой первый массовый электромобиль Model S. Машина была великолепна. Элегантный дизайн, мощный разгон, нулевые выбросы. Критики восхищались. Но была одна проблема, которая могла похоронить всю идею электрического транспорта. Страх. Простой человеческий страх. Его называли range anxiety – тревога запаса хода. Что если батарея сядет посреди пустынного шоссе? Что если до ближайшей зарядки сотни километров? Покупка электромобиля в те годы была актом веры. Ты верил, что как-нибудь доедешь. Верил, что инфраструктура появится. Верил, что кто-то другой решит эту проблему. Любая другая компания – General Motors, Nissan, BMW – именно так и поступала. Они ждали. Ждали, что правительство построит сеть зарядных станций. Ждали, что появятся сторонние операторы. Ждали, что рынок сам себя отрегулирует. Илон Маск ждать не стал. Он понял простую вещь. Чтобы продать автомобиль, нужно продать свободу. Свободу ехать куда хочешь, когда хочешь, не думая о том, хватит ли энергии. И для этого нужно изобрести заправку 21 века. Так родилась сеть Supercharger. На первый взгляд, просто быстрые зарядные станции. Но это было стратегическое решение, изменившее всю индустрию. Маск начал размещать станции вдоль ключевых трасс, соединяющих крупные города. Он сделал путешествия на электромобиле не просто возможными, а комфортными. Бортовой компьютер Tesla сам прокладывал маршрут от одной станции до другой, рассчитывая время в пути и остановки на подзарядку. И вот что важно. На старте эти станции были бесплатными для владельцев Tesla. Маск фактически дарил топливо своим покупателям. Звучит как безумная щедрость, но на самом деле это был точный расчет. Бесплатная зарядка устраняла главный барьер – тот самый страх. Люди видели, купив Tesla, ты получаешь не просто машину, ты получаешь целую экосистему. Но настоящее изобретение скрывалось глубже, в самой технологии. Попробуйте представить, чтобы зарядить электромобиль действительно быстро, нужно пропустить через кабель огромную мощность. Мы говорим о 250 киловаттах и выше. Это как подключить к одной розетке сотню мощных электрочайников одновременно. При такой нагрузке обычный медный кабель раскалился бы до красна. Чтобы выдержать такую мощность, он должен был бы быть толщиной с человеческую ногу и весить десятки килограммов. Пользоваться им было бы невозможно. Инженеры Tesla нашли элегантное решение – кабель с жидкостным охлаждением. Внутри него циркулирует специальная охлаждающая жидкость, которая отводит тепло. Благодаря этому кабель остается тонким, гибким и легким. Любой человек может взять его одной рукой и подключить к автомобилю. Это кажется мелочью, но именно из таких мелочей складывается революция. Сегодня станции Supercharger 4-го поколения способны добавить 300 километров запаса хода за 15 минут. Это время, которое вы тратите на чашку кофе. Вы заходите в придорожное кафе, делаете заказ, проверяете телефон, и ваш автомобиль уже готов ехать дальше. Но история на этом не заканчивается. В 2023 году Илон Маск сделал ход, который многие называют гениальным. Он открыл свою технологию. Разъем Tesla, который компания использовала для своих станций, был предложен всей индустрии как новый североамериканский стандарт зарядки – NACS. И произошло невероятное. Ford объявил о переходе на стандарт Tesla. За ним последовал General Motors, потом Rivian, Mercedes, BMW, Honda, Hyundai. Один за другим автопроизводители признавали – разъем Маска лучше, его сеть обширнее, его технология надежнее. Теперь Илон Маск не просто продает автомобили, он продает энергию конкурентам. Каждый электромобиль Ford или Mercedes, заряжающийся на станции Supercharger, приносит доход компании Tesla. То, что начиналось как расходная статья бюджета, превратилось в источник прибыли. Маск не изобрел электромобиль, он изобрел инфраструктуру, без которой электромобиль бесполезен. Он построил не просто сеть зарядных станций, он построил новую энергетическую империю. Но чтобы эта империя работала, нужны автомобили, много автомобилей. И здесь Маск столкнулся с проблемой, которую сам позже назовет производственным адом. 2017 год. Завод Tesla во Фремонте, Калифорния. Илон Маск практически живет на производстве. Спит на полу в конференц-зале, иногда прямо под рабочими столами. Он похудел, осунулся, выглядит изможденным.
Позже он признается, что это были самые тяжелые месяцы в его жизни. Компания запустила производство Model 3, первого по-настоящему массового электромобиля Tesla. Машины, которая должна была стоить $35 тысяч и изменить представление о том, что такое электрический транспорт. Предзаказов было более 500 000. Мир ждал. Но завод захлебывался. Производственная линия работала с постоянными сбоями. Роботы ломались, детали не стыковались, брак достигал немыслимых показателей. Tesla обещала выпускать 5000 автомобилей в неделю, а реально производила едва ли 500. Акции компании падали, аналитики предрекали банкротство. Журналисты называли Model 3 автомобилем, который никогда не будет построен. Маск ходил по цехам и смотрел на хаос. Сотни роботов, тысячи операций, миллионы сварных точек. Традиционный автомобильный кузов – это невероятно сложная конструкция. Задняя часть, например, могла состоять из 70, а то и 100 отдельных кусков штампованного металла. Каждый нужно было точно позиционировать, затем сваривать, склеивать, скреплять болтами. Адский грохот стоял над линией день и ночь. И вот посреди этого хаоса Маск задал вопрос, который изменил все. Вопрос был настолько простым, что казался детским. Зачем мы все это свариваем? Почему бы просто не отлить всю деталь целиком? Инженеры посмотрели на него как на сумасшедшего. Они объяснили, это невозможно. Не существует литейной машины, способной отлить алюминиевую деталь такого размера. Металл будет трескаться, деформироваться, терять прочность. Так никто не делает, так никогда не делали. Ответ Маска стал легендой в инженерных кругах. Тогда давайте построим такую машину. Он обратился к итальянской компании Hydra Group, одному из мировых лидеров в области литейного оборудования. И вместе они создали нечто беспрецедентное. Машину, которой дали имя Гигапресс. Представьте себе устройство размером с небольшой трехэтажный дом, весом более 6000 тонн. Это самый большой в истории литейный пресс высокого давления. Когда он работает, земля вокруг слегка вибрирует. Принцип его работы завораживает своей мощью. Машина берет около 80 килограммов расплавленного алюминия, специального сверхпрочного сплава, который инженеры Tesla разрабатывали совместно с металлургами SpaceX. Этот раскаленный металл впрыскивается в гигантскую форму под давлением в 6000 тонн. Через несколько секунд форма раскрывается, и из нее выходит готовая деталь. Одна деталь вместо 70. Попробуйте представить разницу. Раньше вам нужно было изготовить 70 отдельных кусков металла, каждый на отдельном прессе. Затем собрать их вместе, точно выставить, сварить сотнями точек, проверить качество каждого соединения. Десятки роботов, сотни операций, тысячи потенциальных ошибок. Теперь один пресс, одна операция, одна деталь. Готово. Это не эволюция, это революция. Производство стало быстрее в разы. Завод стал тише. Исчез адский грохот сотен сварочных аппаратов. Автомобили стали легче, потому что цельная деталь прочнее склеенной конструкции и не требует дополнительных усилений. Они стали безопаснее, потому что при столкновении цельная структура распределяет энергию удара более предсказуемо. Сегодня на заводе Tesla в Техасе стоят машины следующего поколения – Гигапресс второго и третьего поколения. Для производства Cybertruck компания пошла еще дальше. Там вся задняя часть кузова – это одна литая деталь. Весь процесс занимает менее 2 минут. Пока Ford и Volkswagen продолжают сваривать, Tesla печатает автомобили. Но у этой революции есть и темная сторона. Ее обнаружили страховые компании, и для них это стало настоящим кошмаром. Дело в том, что цельнолитую деталь практически невозможно отремонтировать. Если автомобиль попадает в аварию и повреждается эта огромная алюминиевая конструкция, его нельзя просто подварить в обычном сервисе. В большинстве случаев машину приходится списывать целиком, даже после относительно небольшого столкновения. Это сознательный компромисс.
Маск пожертвовал ремонтопригодностью ради скорости и дешевизны производства. Критики называют это недальновидностью, сторонники – смелостью. Как бы то ни было, Гигапресс изменил правила игры. Это не просто машина, это физическое воплощение философии Илона Маска. Не оптимизируй существующий процесс. Поставь под сомнение сам процесс. Спроси, а зачем мы вообще это делаем так? Этот же вопрос он задавал, глядя на каждый компонент своих автомобилей. И один из них, самый важный, требовал особого внимания. Ведь можно напечатать идеальный кузов, но без правильного источника энергии он останется просто красивой скульптурой. Что делает электромобиль электромобилем? Ни дизайн, ни программное обеспечение, ни автопилот. Сердце любого электрического транспорта – это батарея. И здесь скрывается одна из самых недооцененных историй в мире технологий. Долгие годы Tesla, как и все остальные производители электромобилей, использовала стандартные литий-ионные ячейки. Их производили партнеры. Сначала японская Panasonic, затем корейские и китайские компании. Эти ячейки имели маркировку по размеру – 18 на 65 мм, потом 21 на 70. По сути, увеличенные пальчиковые батарейки. Тысячи таких батареек, соединенных вместе, образовывали батарейный блок автомобиля. Система работала, но у нее был фундаментальный предел. Представьте себе устройство обычной цилиндрической батарейки. Внутри нее находится спиральный рулет из двух электродов – анода и катода, разделенных тонким слоем изолятора. Чтобы вывести электрический ток из этого рулета, инженеры приваривают к нему крошечный металлический язычок. Один язычок сверху, один снизу. И вот в чем проблема. Вся энергия, весь электрический ток вынужден течь через эту крошечную точку контакта. Представьте восьмиполосное шоссе, которое внезапно сужается до одной полосы. Пробка неизбежна. В случае с батареей эта пробка проявляется в виде нагрева и ограничения скорости зарядки. Именно поэтому вы не можете зарядить электромобиль за 5 минут, как заправляете обычный автомобиль бензином. Физика не позволяет. Электроны толкаются к узкому выходу, выделяется тепло, и если форсировать процесс, батарея деградирует, или в худшем случае загорается. Илон Маск годами искал решение этой проблемы. Он называл ее бутылочным горлышком всей индустрии. И в сентябре 2020 года на специальном мероприятии под названием «День батареи» он представил ответ. Новая ячейка получила простое цифровое обозначение – 4686. Это ее размеры – 46 мм в диаметре, 80 в высоту. На первый взгляд просто батарейка побольше. Скептики так и сказали, но сделали крупнее, что с того? Они не поняли главного. Секрет ячейки 4686 не в размере, секрет в отсутствии того самого язычка. Инженеры Tesla разработали технологию, которую назвали Tabless – безязычковая конструкция. Вместо того, чтобы выводить ток через одну крошечную точку, они сделали так, чтобы весь верхний край спирального рулета стал одним сплошным контактом, и весь нижний край тоже. Вернемся к аналогии с шоссе. Теперь вместо одной полосы у нас снова 8. Электроны больше не толкаются в очереди. Они текут свободно по всей поверхности электрода. Результат поразителен. Путь электрического тока сократился в десятки раз. Нагрев при зарядке уменьшился радикально. Батарея может принимать и отдавать энергию с невиданной ранее скоростью. Но команда Маска на этом не остановилась. Традиционное производство батарей – это сложный, медленный и грязный процесс. Материалы анода и катода замешиваются в токсичных растворителях, затем наносятся на металлическую фольгу, а потом сушатся в гигантских печах длиной в 100 метров. Эти печи потребляют огромное количество энергии и занимают целые здания. За несколько лет до дня батареи Маск приобрел небольшую компанию Maxwell Technologies. У нее была экспериментальная технология сухого производства электродов. Вместо жидких растворителей – сухой порошок, который прессуется непосредственно на фольгу. Это звучит просто, но реализовать это в промышленных масштабах невероятно сложно. Tesla до сих пор борется за стабильность этого процесса. Но когда технология заработает в полную силу, она изменит экономику электротранспорта. По расчетам компании, сухое производство в сочетании с безязычковой конструкцией позволит увеличить запас хода на 16%, повысить мощность в 6 раз, а главное – снизить стоимость производства батареи вдвое. Половина. Батарея – это примерно треть стоимости электромобиля. Снизить ее цену вдвое значит сделать электрический транспорт доступным для миллионов людей, которые сегодня не могут себе его позволить.
И есть еще один инженерный трюк, о котором мало кто знает. В новых автомобилях Tesla, производимых на заводе в Техасе, батарейный блок – это не просто источник энергии. Это часть конструкции автомобиля. Буквально. Традиционно батарея размещается в отдельном защитном корпусе, который затем крепится к кузову автомобиля. Это означает двойные стенки. Стенки батарейного блока плюс пол автомобиля. Инженеры Tesla задали все тот же вопрос. А зачем нам двойные стенки? И они объединили их в одну. Теперь верхняя крышка батарейного блока является полом салона автомобиля. К ней крепится сиденье. Батарея стала несущим элементом конструкции, как позвоночник в человеческом теле. Это экономит сотни деталей, десятки килограммов веса и значительно упрощает сборку. Одна литая передняя часть, одна литая задняя, а между ними структурный батарейный блок. 3 основных элемента вместо тысяч. Ячейка 4680 – это не просто улучшенная батарейка. Это ключ к тому, о чем Маск говорит уже много лет, к электромобилю стоимостью $25 тысяч, к машине, которая будет дешевле большинства бензиновых аналогов. Когда этот ключ полностью заработает, мир изменится. Но пока инженеры Tesla бьются над совершенствованием батарей на Земле, другая команда Илона Маска смотрит совсем в другом направлении. Вверх. Туда, где нет воздуха, нет гравитации и где амбиции измеряются совсем другими масштабами. 2015 год. Мыс Канаверал, Флорида. Ночь. Ракета Falcon 9 стартует в небо, оставляя за собой огненный след. Через несколько минут она выводит на орбиту очередной спутник. Рутинная операция, каких были тысячи до нее. Но затем происходит нечто невиданное. Первая ступень ракеты, огромный цилиндр высотой с 14-этажное здание, не падает в океан, как это было принято десятилетиями. Вместо этого она разворачивается в воздухе, снова включает двигатели и начинает снижаться. Медленно, управляемо, точно. 4 посадочные опоры раскрываются. Двигатель выдает последний импульс. И эта махина, пустая, но все еще весящая более 20 тонн, мягко касается посадочной площадки. Вертикально, на хвост, как в фантастических фильмах 50-х годов. Мир замер. Это было невозможно. Все знали, что это невозможно. Чтобы понять революционность этого момента, нужно вернуться на полвека назад. С самого начала космической эры, с первого полета Юрия Гагарина, каждая ракета была одноразовой. Она взлетала, выполняла свою задачу, и ее компоненты либо сгорали в атмосфере, либо падали в океан. Это считалось нормой. Это считалось неизбежностью. Представьте, что вы летите из Москвы в Нью-Йорк. Самолет приземляется, пассажиры выходят, и борт отправляется на свалку. Каждый рейс – новый самолет. Звучит абсурдно для авиации, но именно так работала космонавтика. Стоимость одного запуска измерялась сотнями миллионов долларов, и большая часть этой суммы приходилась не на топливо, а на саму ракету, которую использовали один раз и выбрасывали. НАСА пыталась решить эту проблему. Программа Space Shuttle была заявлена как частично многоразовая система, но реальность оказалась жестокой. Обслуживание шаттла между полетами стоило так дорого и занимало так много времени, что экономического смысла в многоразовости не было никакого. Все старое космическое сообщество – Boeing, Lockheed Martin, Роскосмос, Европейское космическое агентство – в один голос утверждало: экономически эффективная многоразовая ракета невозможна. Физика против, экономика против, здравый смысл против. Илон Маск решил проверить. Его идея была радикальной – не ловить ступень парашютами, не сажать ее на крыло, как самолет, посадить вертикально, на хвост, используя те же двигатели, которые подняли ее в небо. Это называется пропульсивная посадка. Звучит элегантно. На практике это как балансировать карандаш на кончике пальца, только карандаш весит 20 тонн, летит со сверхзвуковой скоростью и окружен раскаленной плазмой. Первые эксперименты проводились в Техасе на маленьком прототипе под названием Grasshopper – кузнечик. Странная конструкция, похожая на водонапорную башню с ногами. Она подпрыгивала на несколько метров и садилась обратно. Потом выше, еще выше. Потом научилась смещаться в сторону во время полета. Это выглядело почти комично, но каждый прыжок приносил бесценные данные.
А потом начались настоящие испытания. И настоящие неудачи. Falcon 9 взлетал, выводил груз на орбиту, и первая ступень пыталась вернуться на специальную плавучую платформу в океане. Раз за разом она промахивалась, опрокидывалась, взрывалась. SpaceX даже выпустила видеоподборку этих неудач под ироничным названием «Как не сажать орбитальную ракету». Огненные шары, разлетающиеся обломки, платформа, охваченная пламенем. Конкуренты посмеивались, эксперты качали головами, акционеры нервничали. Илон Маск называл это быстрым внеплановым разбором конструкции и продолжал. Каждый провал был уроком. Инженеры анализировали телеметрию, находили причину, вносили исправления. Следующий полет был чуть лучше, потом еще лучше. Медленно, упорно, через десятки неудач они приближались к цели. Одним из ключевых изобретений, сделавших посадку возможной, стали решетчатые рули. 4 конструкции, похожие на гигантские вафельницы, установленные в верхней части ступени. Они раскрываются после отделения и позволяют управлять падающей ракетой в плотных слоях атмосферы. Интересно, что сама идея решетчатых рулей родилась в Советском Союзе еще в 60-х годах. Их использовали на некоторых версиях ракет «Союз». Но инженеры SpaceX довели концепцию до нового уровня. Их рули выточены из цельного куска титана. Они должны выдерживать температуру в несколько сотен градусов, когда ступень входит в атмосферу на гиперзвуковой скорости. Они буквально раскаляются до красна и продолжают работать. Отдельного упоминания заслуживает платформа, на которую садятся ракеты в океане. Ее официальное название – автономный космодромный корабль. Это не просто баржа. Это роботизированная система, которая с помощью спутниковой навигации и мощных двигателей удерживает свое положение в открытом море с точностью до нескольких сантиметров, даже в сильную качку. Название этих платформ Маск выбрал из научно-фантастических романов «Of Course I Still Love You» и «Just Read the Instructions». Типичный для него штрих – смесь инженерной серьезности и мальчишеского озорства. Декабрь 2015-го стал переломным. Первая успешная посадка на сушу. Апрель 2016-го – первая посадка на морскую платформу. Барьер был сломан. Но настоящий триумф случился в феврале 2018 года. Запуск Falcon Heavy – сверхтяжелой ракеты, состоящей из 3 связанных вместе первых ступеней. Это был первый полет новой системы, и Маск умлично оценивал шансы на успех как 50 на 50. Если она хотя бы отойдет от стартового стола достаточно далеко, чтобы не повредить его, я уже буду считать это победой. Ракета не просто отошла от стола, она отработала идеально. А потом 2 боковые ступени отделились, развернулись и начали синхронный спуск обратно на Землю. 2 огромные башни, падающие с неба, включили двигатели одновременно. Они снижались параллельно, словно исполняя балетный номер, и сели рядом друг с другом, с разницей в секунду. Это видео облетело весь мир. Люди смотрели и не могли поверить своим глазам. То, что десятилетиями считалось невозможным, стало реальностью. Сегодня SpaceX запускает ракеты почти каждую неделю. Первые ступени возвращаются, их быстро обслуживают и отправляют в следующий полет. Некоторые экземпляры летали уже более 20 раз. Стоимость вывода груза на орбиту упала в несколько раз. По данным на конец 2024 года, SpaceX осуществляет больше запусков, чем все остальные космические агентства и компании мира вместе взятые. Китай, Россия, Европа, Индия – все частные конкуренты, их суммарное число стартов меньше, чем у одной компании из Калифорнии. Илон Маск не просто сделал космос дешевле, он фактически монополизировал доступ на околоземную орбиту. Но ракеты для него лишь инструмент, средство доставки. А что именно они доставляют наверх, становится ясно, если взглянуть на ночное небо внимательнее. Там, среди звезд, теперь летает нечто новое. Тысячи светящихся точек, которые медленно меняют привычный нам мир. 2019 год. Где-то в сельской местности Канады. Фермер смотрит на экран ноутбука и не может поверить. У него появился высокоскоростной интернет. Не через телефонную линию, дающую жалкие килобиты, не через спутниковую тарелку с задержкой в полсекунды, делающей невозможным даже нормальный видеозвонок. Настоящий быстрый интернет. Из космоса. На его крыше стоит небольшая плоская антенна, которую в народе уже прозвали Disassemble.
разбирайся сам. Она сама находит спутники, сама наводится, сама настраивается. Подключил к розетке, поставил на крышу, и через 15 минут ты в сети. Это Starlink. И он гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Идея интернета из космоса не нова. Компании пытались реализовать ее с 90-х годов. Проект Iridium, Global Star, OneWeb, список провалов и банкротств впечатляет. Проблема была в экономике. Спутники на высокой орбите, 36 тысяч километров над Землей, живут долго, но сигнал до них идет с заметной задержкой. Для телевизионной картинки это терпимо, для интернета критично. Спутники на низкой орбите, от 300 до 2000 километров, дают минимальную задержку, но они быстро пролетают над точкой на поверхности. И чтобы обеспечить постоянное покрытие, их нужно много, очень много, тысячи. А 1000 спутников — это 1000 запусков. При старых ценах на космическую доставку это было экономически бессмысленно. Но у Маска были многоразовые ракеты, его собственные, со сниженной в разы стоимостью запуска, и он решил воспользоваться этим преимуществом. Первые 60 спутников Starlink отправились на орбиту в мае 2019-го, потом еще партия, еще. К концу 2024 года над Землей вращается более 6000 активных спутников Starlink. Это больше, чем все остальные спутники в истории космонавтики вместе взятые. Каждые несколько недель ракета Falcon 9 поднимает очередную стопку плоских аппаратов, похожих на столешницы от письменных столов, и выпускает их веером на орбиту. Зрелище на ночном небе, которое поначалу пугало астрономов и порождало слухи о пришельцах, стало почти привычным. Но настоящий секрет Starlink не в количестве спутников, он в том, как они общаются. Первое поколение было относительно простым. Спутник получал сигнал от вашей антенны, немедленно передавал его обратно на Землю, на одну из наземных станций, и оттуда сигнал шел по обычному оптоволокну к серверам интернета. Спутник работал просто как ретранслятор, как зеркало в небе. Система функционировала, но у нее был очевидный недостаток. Вам нужна наземная станция в зоне видимости спутника. Если вы посреди Тихого океана, связи нет. Если в Антарктиде, связи нет. Если в зоне стихийного бедствия, где инфраструктура разрушена, связи нет. И вот здесь начинается самое интересное. Второе поколение спутников Starlink получило нечто, звучащее как научная фантастика – космические лазеры. Это официальное название технологии – межспутниковая лазерная связь. Каждый новый аппарат несет на борту лазерные терминалы, позволяющие ему разговаривать с соседними спутниками. Не через радиоволны, а через сфокусированные световые лучи. Представьте себе сеть не на Земле, в космосе. Тысячи узлов, соединенных невидимыми лазерными лучами, передающими данные со скоростью света. Паутина, опоясывающая всю планету на высоте 550 километров. Теперь, когда вы посылаете сигнал посреди океана, он не должен немедленно спускаться на Землю. Он прыгает от спутника к спутнику, путешествуя над атмосферой, пока не окажется над точкой назначения. Над дата-центром Google в Калифорнии, над серверами банка во Франкфурте, над вашим адресатом на другом конце планеты. И вот здесь возникает факт, который поначалу кажется контринтуитивным. Скорость света в вакууме – это абсолютный предел скорости во Вселенной. Около 300 тысяч километров в секунду. Но когда свет движется через стекло оптоволоконного кабеля, он замедляется примерно на треть. Стекло преломляет свет, и он фактически петляет внутри волокна. Это означает нечто удивительное. Сигнал, идущий через космос по лазерной сети Starlink, может прийти из Лондона в Токио быстрее, чем по лучшему оптоволоконному кабелю, проложенному по дну океана. Разница измеряется миллисекундами. Для обычного пользователя, смотрящего видео или читающего новости, это незаметно и не важно. Но есть люди, для которых миллисекунды — это все. Высокочастотные трейдеры. Алгоритмы, которые совершают тысячи сделок в секунду на финансовых биржах по всему миру. Для них разница в несколько миллисекунд между получением информации и конкурентом означает миллионы долларов прибыли или убытка. Эти люди уже платят состояние за микроволновые башни и прямые кабельные линии, срезающие каждый возможный метр. И теперь у них появился новый инструмент – сеть Маска.
Но финансисты не единственные, кто заинтересовался космическими лазерами. Министерство обороны США стало одним из крупнейших клиентов Starlink. Пентагон подписал многомиллиардные контракты на использование сети для военных нужд. Детали засекречены, но общий смысл понятен. Представьте беспилотник, выполняющий задание на другом конце планеты. Традиционно управление им идет через цепочку наземных станций и геостационарных спутников. Задержка может достигать секунд, целую вечность в критической ситуации. Starlink дает почти мгновенную связь из любой точки мира, без наземной инфраструктуры, которую можно разрушить, без геостационарных спутников, которые легко отследить и нейтрализовать. Мир увидел это в действии в реальном конфликте, когда терминалы Starlink появились на территории Украины в 2022 году. Обычная гражданская технология оказалась стратегическим ресурсом. Илон Маск, конечно, не военный подрядчик в традиционном смысле. Он технологический визионер, который строит коммерческую сеть. Но его творение оказалось настолько мощным, что границы между гражданским и военным применением размылись. Starlink — это не просто интернет для фермеров в канадской глуши. Это новая глобальная нервная система. Финансовая, коммуникационная, стратегическая. И Илон Маск — человек, держащий руку на рубильнике. Но его амбиции простираются не только вверх, к звездам. Есть еще одно направление, о котором говорят гораздо меньше. Направление, которое он исследует с той же одержимостью. Вниз, под землю. 2016 год. Лос-Анджелес. Час пик. Илон Маск сидит в пробке. Как миллионы других людей в этом городе, он смотрит на бесконечную вереницу автомобилей и медленно сходит с ума от бессилия. Тесла, SpaceX, солнечные панели, планы колонизации Марса — он строит будущее. Но прямо сейчас он заперт в стальном потоке, который ползет со скоростью пешехода. В этот момент, если верить его собственным словам, родилась идея. Что если не расширять дороги вширь? Что если не строить новые эстакады? Что если пойти вниз? Через несколько месяцев появилась новая компания. Маск назвал ее The Boring Company – «скучная компания». Игра слов, которую невозможно перевести на русский язык. Boring означает одновременно «скучный» и «бурение». Типичный для него юмор. Мир воспринял это как очередную эксцентричную выходку миллиардера. Компания начала продавать бейсболки с логотипом, потом огнеметы. Декоративные, конечно, но настоящие. 20 тысяч штук разлетелись за несколько дней. Критики смеялись. Вот чем занимается человек, обещавший колонизировать Марс. Но пока все смотрели на бейсболки и огнеметы, инженеры Маска работали над кое-чем гораздо более серьезным. Проблема тоннелей не в том, что их сложно копать. Человечество роет тоннели тысячи лет. Проблема в том, что это безумно медленно и чудовищно дорого. Маск любит приводить пример, который звучит как шутка, но является чистой правдой. Его домашняя улитка, он действительно держит улитку по имени Гэри, ползает быстрее, чем движется средняя тоннелепроходческая машина. В 14 раз быстрее, если быть точным. Современный проходческий щит — это чудо инженерной мысли. Гигантский вращающийся диск с резцами из сверхпрочных сплавов, который вгрызается в породу и выдает за собой готовый тоннель. Но он работает в режиме старт-стоп. Машина бурит несколько метров, останавливается. Рабочие устанавливают бетонные сегменты, укрепляющие стены. Машина снова бурит, снова останавливается. И так день за днем, месяц за месяцем. Каждая остановка — это потерянное время. Каждый час простоя — это зарплаты рабочих, аренда оборудования, проценты по кредитам. Стоимость 1 километра тоннеля в Америке может достигать $1 миллиарда. Миллиарда за километр. Маск посмотрел на эту систему и задал привычный вопрос. Почему? Почему машина должна останавливаться? Почему нельзя укреплять стены на ходу? Почему щиты работают на дизельном топливе, отравляя воздух в тоннеле и требуя мощной вентиляции? Почему диаметр тоннеля должен быть таким большим? Ответ на каждый вопрос был один. Так делали всегда. Инженеры The Boring Company начали строить собственную машину. Ее назвали Prufrock в честь персонажа поэмы Томаса Эллиота. Странное имя для проходческого щита, но в мире Маска странность — это норма. Первое отличие Prufrock — он бурит непрерывно.
Укрепляющие сегменты устанавливаются прямо во время движения, без остановки основного процесса. Это потребовало полного переосмысления механизма, но результат того стоил. Второе отличие – он полностью электрический. Никакого дизеля, никаких выхлопных газов. Тоннель за машиной остается чистым. Меньше вентиляции, меньше затрат. Третье отличие – он меньше. Традиционные щиты огромны, потому что тоннели рассчитаны на поезда или автомобили с запасом пространства для эвакуации. Маск решил, что его тоннели будут перевозить автомобили на электрических платформах в узких трубах. Меньше диаметр, меньше породы нужно убирать, быстрее работа. Первый экспериментальный тоннель был прорыт прямо на территории офиса SpaceX в Хоторне. Потом компания получила контракт в Лас-Вегасе, система Loop под конференц-центром. 3 станции, чуть больше 2 километров тоннелей. Электромобили Tesla перевозят пассажиров со скоростью, невозможной на забитых улицах наверху. Скептики не впечатлены. Это просто дорогое такси под землей, говорят они. Никакой революции. Но они, возможно, смотрят не туда. Настоящая революция — это Prufrock 3-го поколения, который сейчас разрабатывается. Его главная особенность звучит почти фантастически. Он сможет начинать бурение прямо с поверхности. Традиционный проходческий щит требует гигантской стартовой шахты. Котлован размером с многоэтажный дом, который нужно выкопать, укрепить, осушить. Это самый дорогой и долгий этап строительства любого тоннеля. Prufrock 3 задуман иначе. Как подводная лодка, которая погружается в воду, он будет нырять в землю прямо с поверхности. Выезжает на площадку, наклоняется, начинает бурить под углом, уходит на нужную глубину, выравнивается и продолжает горизонтально. На другом конце всплывает обратно. Никаких стартовых котлованов, никаких финишных котлованов. Машина просто едет сквозь землю, как сквозь воздух. Если это сработает, а у Маска есть привычка доводить безумные идеи до работающего состояния, стоимость тоннелей упадет в десятки раз. И тогда станет возможным то, о чем он говорит с самого начала – многоуровневые подземные сети под городами. Не один тоннель, не 2, десятки уровней, как слои пирога. Но есть еще одна идея, которая выделяется даже на фоне всех остальных. Она настолько проста, что кажется шуткой, и настолько гениальна, что может изменить экономику всего проекта. Когда вы копаете тоннель, куда девается земля? Это серьезная проблема. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч тонн грунта. Его нужно вывести, загрузить в самосвалы, отвезти на свалку или специальный полигон. Каждая тонна стоит денег. Транспортировка, утилизация, экологические сборы. Это одна из крупнейших статей расходов при строительстве тоннелей. Маск посмотрел на эти горы земли и увидел не отходы, он увидел ресурс. Так родились Boring Bricks – скучные кирпичи. Идея до смешного проста. Берете вынутый грунт, смешиваете с небольшим количеством цемента, буквально несколько процентов. Прессуете под высоким давлением. На выходе – строительный кирпич. Не просто кирпич, очень хороший кирпич. Плотный, прочный, правильной геометрической формы. Пригодный для строительства зданий. The Boring Company даже построила из этих кирпичей сторожевую башню на территории своего офиса. Средневековая башня из земли, вынутой при бурении тоннеля в Лос-Анджелесе. Маск, разумеется, не удержался от шуток про Монти Пайтона. Но за шуткой скрывается серьезная экономика. Если вы не платите за утилизацию грунта, а зарабатываете на его продаже, вся математика проекта меняется. Тоннель перестает быть только расходом. Он становится источником строительного материала. Маск даже заявил, что эти кирпичи будут бесплатными для проектов доступного жилья. Правда это или очередной пиар-ход для получения экологических разрешений? Скорее всего, и то, и другое одновременно. Но сама идея превратить отходы в продукт, превратить расход в доход – это квинтэссенция мышления Маска. Не оптимизируй проблему, переверни ее. Сделай так, чтобы проблема решала сама себя. Он строит машины на земле. Он запускает ракеты в небо. Он копает тоннели под городами. Он опутывает планету сетью спутников. Но все это снаружи. Все это про внешний мир, про инфраструктуру, про вещи. А есть еще один проект. Самый тихий, самый пугающий, самый непонятый. Проект, который направлен внутрь самого сложного объекта во Вселенной.
человеческого мозга. 2016 год. Сан-Франциско. В тихом офисном здании, вдали от прожекторов и журналистов, собирается небольшая команда нейробиологов и инженеров. Илон Маск создает новую компанию. Ее название – Neuralink. О ней почти не говорят в прессе. Нет громких презентаций, нет эффектных запусков. Маск, обычно любящий публичность, здесь непривычно сдержан. И это понятно. То, над чем работает Neuralink, звучит настолько дерзко, что любое громкое заявление превратилось бы в повод для насмешек. Компания разрабатывает интерфейс между человеческим мозгом и компьютером. Сама идея не нова. Ученые десятилетиями работали над подобными устройствами. Существуют импланты, помогающие глухим слышать, кохлеарные аппараты. Есть экспериментальные системы, позволяющие парализованным людям управлять протезами силой мысли. Технология называется BCI – Brain Computer Interface – интерфейс мозг-компьютер. Но все существующие решения имеют фундаментальные ограничения. Проблема первая – сам мозг. Это не твердый орган, как печень или сердце. Это желеобразная субстанция, которая постоянно пульсирует вместе с кровотоком, слегка смещается при каждом движении головы. Любой имплант внутри черепа должен как-то справляться с этим. Проблема вторая – человеческие руки. Даже руки лучшего нейрохирурга мира слегка дрожат. Это физиология. Мышцы не способны обеспечить абсолютную неподвижность. Когда вы работаете со структурами размером в доли миллиметра, эта дрожь становится критичной. Проблема третья – реакция организма. Человеческое тело воспринимает любой инородный предмет как угрозу. Иммунная система атакует его, вокруг образуется рубцовая ткань. Для мозгового импланта это означает постепенную потерю сигнала. Электроды, которые поначалу прекрасно считывали нейронную активность, через несколько месяцев оказываются изолированы слоем соединительной ткани. Существующие импланты, такие как Yuta Array, Yuta Massive, используемые в научных исследованиях, представляют собой жесткую пластину с торчащими из нее иголками. Это грубый инструмент. Иголки толстые, жесткие, они повреждают нежную ткань мозга при установке и продолжают раздражать ее впоследствии. Маск решил начать с чистого листа. Первое, что создали инженеры Neuralink, это нити. Ни провода, ни электроды, именно нити. Гибкие полимерные волокна, каждая из которых тоньше человеческого волоса в 10 раз. Представьте себе этот масштаб. Человеческий волос – это примерно 70 микрон в диаметре. Нить Neuralink – около 7 микрон. На таком уровне мы приближаемся к размерам отдельных клеток. Эти нити несут на себе крошечные электроды, по 16 на каждой. Они настолько гибкие, что могут изгибаться вместе с пульсацией мозга, не повреждая окружающую ткань. Они сделаны из биосовместимого полимера, который организм не воспринимает как угрозу. Один имплант Neuralink содержит более 1000 электродов, распределенных по 64 нитям. Для сравнения, Yuta Array имеет около сотни электродов. Разница в порядке величины. Но здесь возникает следующая проблема. Как вживить 1000 гибких, почти невидимых волокон в самый сложный орган во Вселенной? Человек этого сделать не может. Руки дрожат, глаза не видят таких масштабов, скорость недостаточна. Традиционная нейрохирургия здесь бессильна. Ответ Neuralink – робот. Его назвали просто R1. Это не хирургический робот в привычном понимании, вроде системы да Винчи, где машина лишь усиливает движение человеческих рук. R1 работает автономно. Хирург наблюдает, контролирует, может в любой момент остановить процесс, но сами манипуляции выполняет машина. Внешне R1 напоминает нечто среднее между микроскопом и швейной машинкой. И это сравнение не случайно. Он действительно шьет. Шьет нити в мозг. Процесс начинается со сканирования. Камеры высочайшего разрешения создают детальную карту поверхности мозга. Каждый кровеносный сосуд, каждый капилляр отмечен и нанесен на трехмерную модель. Система знает, куда можно вводить нить, а куда категорически нельзя. Затем робот берет первую нить. Специальная игла тоньше комариного ободка захватывает ее конец. С точностью в несколько микрон игла проникает в ткань мозга, вводит нить на нужную глубину, отпускает ее и выходит обратно. Время операции – доля секунды. И сразу следующая нить, и следующая. 6 нитей в минуту.
Это 192 электрода, установленных за 60 секунд. Робот работает со скоростью и точностью, недоступными человеку. При этом он постоянно мониторит свои действия. Если игла приближается к сосуду, алгоритм корректирует траекторию в реальном времени. Машина буквально вплетает нейронное кружево между кровеносными руслами, не задевая ни одного. Все это происходит через небольшое отверстие в черепе. После установки импланта, небольшой круглой капсулы, которая располагается вровень с поверхностью кожи, отверстие закрывается. Снаружи виден лишь едва заметный шрам. В январе 2024 года Neuralink провела первую имплантацию человеку. Пациентом стал Ноланд Арба, 29-летний мужчина, полностью парализованный после травмы спинного мозга в результате несчастного случая. Через несколько недель после операции он демонстрировал нечто удивительное. Сидя неподвижно, одной лишь силой мысли он управлял курсором на экране компьютера, играл в шахматы онлайн, побеждал соперников в видеоиграх. Конечно, это не первый в истории случай подобного нейроинтерфейса. Ученые добивались похожих результатов и раньше, с другими системами. Но здесь важна разница в подходе. Традиционные исследовательские импланты требуют проводов, выходящих из черепа и подключенных к громоздкому внешнему оборудованию. Пациент привязан к лаборатории, риск инфекции высок, практическое применение ограничено. Имплант Neuralink полностью автономен, он беспроводной. Данные передаются через Bluetooth. Он заряжается индукционно, как беспроводные наушники. Достаточно приложить зарядное устройство к голове на некоторое время. Пациент может жить обычной жизнью, покинуть лабораторию, вернуться домой. Это важный шаг от научного эксперимента к медицинскому продукту. Цель Маска, как он неоднократно заявлял, сделать операцию по установке нейроинтерфейса такой же рутинной, как лазерная коррекция зрения. Пришел, робот установил имплант, ушел. Амбулаторная процедура, минимальные риски, доступная цена. Звучит футуристично, но еще несколько лет назад футуристично звучала идея ракеты, садящейся на хвост, и идея автомобиля, проезжающего 500 километров на одном заряде, и идея 1000 спутников, опоясывающих планету. У Илона Маска есть привычка превращать фантастику в обыденность. Робот R1 — эти невидимые глазу нити, автономная работа в живом пульсирующем мозге — вот настоящее изобретение Neuralink. Не сам чип, не обезьяна, играющая в видеоигры мыслями, не парализованный человек, двигающий курсор. Все это — результаты. Изобретение — это машина, которая делает эти результаты возможными. И она одновременно восхищает и тревожит. Потому что технология, способная считывать мысли, это территория, на которой человечество еще не бывало, со всеми вопросами и рисками, которые это несет. Но сейчас мы знаем достаточно. Розетки, изменившие представление об инфраструктуре, прессы, печатающие автомобили, батареи без язычков, ракеты, возвращающиеся из космоса, лазерная паутина над землей, машины, ныряющие в землю, роботы, вплетающие нити в мозг. Все это — арсенал одного человека. Все это — кусочки одной мозаики. И теперь, только теперь, мы готовы вернуться туда, откуда начали. К той серебристой капсуле, которую привезли в Таиланд летом 2018 года. Июль 2018 года. Пещера Тхамлуанг, Таиланд. Теперь мы знаем достаточно, чтобы увидеть эту историю другими глазами. 12 мальчиков и их тренер заперты в темноте. Весь мир следит за спасательной операцией. И на другом конце планеты, в Калифорнии, Илон Маск смотрит те же новости, что и миллионы других людей. Но он видит не просто трагедию. Он видит инженерную задачу. Дети не умеют нырять с аквалангом. Некоторые из них вообще не умеют плавать. Путь к ним 5 часов через затопленные туннели, через ледяную мутную воду, через проходы настолько узкие, что профессиональные дайверы едва протискиваются. Один неверный вдох, паникующего ребенка и катастрофа. Что, если им не нужно будет плыть? Что, если их можно будет нести? Так родилась идея, и запустился процесс, который лучше всего демонстрирует, как работает мир Илона Маска. Это не был официальный проект с бюджетом, графиком и утвержденным планом. Это был хакатон. Группа инженеров SpaceX и The Boring Company просто собралась и начала работать.
без выходных, без перерывов, против времени. Первый вопрос – из чего сделать корпус? Капсула должна быть узкой, достаточно узкой, чтобы пройти через туннели пещеры. Она должна быть легкой, дайверам придется тащить ее вручную через участки, где невозможно плыть. Она должна быть невероятно прочной, давление воды на глубине нескольких метров не прощает ошибок. И она должна быть герметичной, жизнь ребенка внутри зависит от каждого сварного шва. Ответ нашелся на том же заводе, где они стояли. Ракета Falcon 9 имеет в своей конструкции элемент под названием трансферная труба. Это часть топливной системы, цилиндр из специального алюминиево-итиевого сплава, разработанного для космических условий. Он выдерживает криогенные температуры жидкого кислорода. Он выдерживает экстремальные перепады давления. Он невероятно легкий для своей прочности. Инженеры отрезали кусок нужной длины. Следующий вопрос. Как сделать капсулу обтекаемой, чтобы ее было легче протаскивать через воду? На складе лежали носовые обтекатели от капсулы Dragon, космического корабля SpaceX. Их форма была идеальной, каплевидная, гладкая, рассчитанная на движение через сопротивляющуюся среду. Они взяли один и приварили к трубе. Дальше детали. Титановые ручки для переноски, чтобы дайверы могли удобно держать капсулу. Порты для подачи кислорода, чтобы ребенок внутри мог дышать. Балластные отсеки для регулировки плавучести. Некоторые компоненты взяли прямо с автомобилей Tesla. 72 часа. 3 дня и 3 ночи. Без сна. Когда базовая конструкция была готова, ее нужно было испытать. Но где найти подходящий водоем в 3 часа ночи в промышленном районе Лос-Анджелеса? Инженеры позвонили в ближайшую школу и договорились об использовании бассейна. Обычный школьный бассейн, в котором обычно плещутся дети на уроках физкультуры, стал испытательным полигоном для космической технологии. Они погрузили капсулу в воду. Они поместили внутрь взрослого человека, примерно такого же размера, как 13-летний подросток. Они проверили герметичность, подачу кислорода, управляемость. Капсула работала. Ее погрузили в грузовой самолет и отправили через полмира в Таиланд. И здесь история делает поворот. Когда серебристая капсула прибыла на место, спасательная операция уже шла полным ходом. Руководители приняли отчаянное решение – накачать детей успокоительными препаратами, надеть на них полнолицевые маски и передавать эти спящие тела из рук в руки по 5-часовой подводной эстафете. Это было безумно рискованно. Если ребенок проснется под водой и запаникует, трагедия неизбежна. Если маска сместится, трагедия неизбежна. Если один из десятков дайверов в цепочке допустит ошибку, трагедия неизбежна. Но плана лучше не было. Вода в пещере продолжала подниматься. Время заканчивалось. Операция началась 8 июля и продолжалась 3 дня. Одного за другим детей погружали в сон, упаковывали в гидрокостюмы, надевали маски и отправляли в это невероятное путешествие сквозь темноту. Все 13 человек, 12 мальчиков и тренер, были спасены. Капсула-маска осталась на берегу, нераспакованной. Позже Ричард Стентон, британский дайвер, координировавший подводную часть операции, дал интервью. Его оценка была жесткой. Устройство непригодно. Слишком жесткое, чтобы пройти через изгибы туннелей. Слишком длинное для самых узких участков. Замеры подтвердили его слова. Капсула имела диаметр около 35 сантиметров. Самый узкий проход в пещере, так называемый Т-образный перекресток, был шириной около 30 сантиметров. 5 сантиметров разницы. Она физически не могла пройти. Критики торжествовали. «Это был пиар-трюк», — говорили они. Миллиардер, пытающийся поймать волну внимания на чужой трагедии. Устройство, которое никогда не работало бы, привезенное с единственной целью – попасть в заголовки. Но эта оценка упускает кое-что важное. Когда инженеры в Калифорнии начинали работу, никто точно не знал размеров туннелей. Данные от спасателей были противоречивыми, карты пещеры – неполными. Они проектировали капсулу на основе лучшей доступной информации, понимая, что могут ошибиться. Более того, они знали, что основная операция уже идет. Они не пытались ее заменить. Они создавали альтернативу – план «Б», запасной вариант на случай, если основной план провалится. Что, если бы успокоительные не сработали на одном из детей?
Что если бы ребенок проснулся под водой и начал задыхаться? Что если бы вся операция оказалась под угрозой срыва? Тогда на берегу лежала бы серебристая капсула, готовая к использованию. Не идеальная, но существующая. В инженерии это называется параллельный путь. Вы не ставите все на один вариант. Вы разрабатываете несколько решений одновременно, даже если некоторые из них окажутся ненужными. Да, капсула не прошла бы через самый узкий участок в своем первоначальном виде, но она могла бы пройти через большую часть маршрута. Дети провели бы меньше времени в воде, риск был бы ниже. И команда продолжала работу даже после того, как первая версия улетела в Таиланд. Они изучали поступающие данные, вносили изменения, готовили следующую итерацию. Если бы спасение затянулось еще на несколько дней, на месте была бы улучшенная версия. Но главное, и это то, что критики упускают чаще всего, сама возможность создать такое устройство за 3 суток. Подумайте об этом. Полностью функциональная герметичная подводная капсула, способная поддерживать жизнь человека, собранная из космических компонентов, испытанная и готовая к использованию за 72 часа. Ни одна государственная структура в мире не способна на такое. Ни одна традиционная корпорация. Бюрократия, согласование, тендеры, контракты, счет шел бы на месяцы. А здесь группа инженеров, доступ к арсеналу технологий и человек, который сказал «делайте». Капсула «Дикий кабан» не спасла детей. Эту честь заслуженно получили дайверы, врачи, спасатели, сотни людей, рисковавших жизнью в темноте под землей. Но эта странная серебристая труба из ракетных деталей стала чем-то другим. Она стала демонстрацией, доказательством концепции, доказательством того, что когда у вас есть нужные технологии, нужные люди и способность быстро принимать решения, границы возможного раздвигаются. Розетки с жидкостным охлаждением, прессы, печатающие кузова автомобилей, батареи без узких мест, ракеты, возвращающиеся из космоса, спутники с лазерами, машины, ныряющие в землю, роботы, вплетающие нити в мозг. Каждое из этих изобретений по отдельности впечатляет, но вместе они образуют нечто большее – экосистему возможностей, арсенал, из которого можно собрать решение почти любой задачи. В том числе задачи, о которой вы узнали только что, в том числе задачи, которая требует ответа через 3 суток, в том числе задачи на другом конце планеты. Это и есть настоящий секрет Илона Маска. Не гениальность одного изобретения, а система, способная порождать изобретения по запросу. Машина для создания машин. Мы начали эту историю с серебристой капсулы в темной пещере. Мы прошли через заводы и космодромы, через подземные туннели и орбитальные высоты, через микроскопические нити в человеческом мозге. И теперь пришло время задать главный вопрос. Кто такой Илон Маск на самом деле? Ответ зависит от того, кого вы спрашиваете. Для одних он визионер, человек, который смотрит на невозможное и видит инженерную задачу. Человек, который изменил автомобильную индустрию, космическую отрасль, энергетику. Человек, который, возможно, изменит саму природу человеческого разума. Для других он талантливый шоумен, мастер привлекать внимание и капиталы к проектам, которые делают сотни безымянных инженеров. Человек, чьи обещания часто опережают реальность на годы. Человек, чьи публичные высказывания нередко вызывают споры. Правда, как всегда, сложнее любой из этих картинок. Вот что мы знаем точно. Сеть Supercharger существует. Более 50 станций по всему миру. Стандарт, который приняла вся индустрия. Миллионы людей ездят на электромобилях, не думая о том, хватит ли заряда, потому что инфраструктура работает. Гигапресс существует. Автомобили Tesla сходят с конвейера быстрее, чем продукция большинства конкурентов. Цельнолитые конструкции, которые еще недавно считались невозможными, стали рутиной. Многоразовые ракеты существуют. Первые ступени Falcon 9 садятся на хвост так регулярно, что это больше не попадает в новости. SpaceX доминирует на рынке космических запусков, оставив позади государственные агентства с бюджетами в десятки миллиардов. Starlink существует. Миллионы пользователей в десятках стран получают интернет из космоса. Фермеры в глуши, моряки в океане, жители регионов, отрезанных от обычной инфраструктуры,
Все они подключены к сети из тысяч спутников. Тоннели The Boring Company существуют. Пассажиры в Лас-Вегасе ездят под землей, минуя пробки наверху. Технология развивается, машины совершенствуются. Нейролинк существует. Парализованный человек управляет компьютером силой мысли. Робот R1 вплетает нити в живой мозг с точностью, недоступной человеческим рукам. Все это — реальность. Не обещания, не презентации, не концепт-арты. Работающие системы, меняющие жизнь миллионов людей. И все это создано за 2 десятилетия. Одним человеком? Нет, конечно. Тысячами инженеров, ученых, рабочих, инвесторов. Но под руководством одного человека, по его видению. Благодаря его способности задавать неудобные вопросы и не принимать ответ, это невозможно. Та серебристая капсула в Таиланде, может быть, и не спасла детей. Но она рассказала нам нечто важное о том, как устроен мир Илона Маска. Это мир, где космические технологии за 3 суток превращаются в спасательное оборудование, где отходы от бурения становятся строительным материалом, где батарейка без язычка может изменить экономику целой индустрии, где робот шьет нити в человеческий мозг с точностью до микрона. Это мир, где границы между невозможным и возможным определяются не законами физики, а готовностью их проверить. Нравится вам Илон Маск или нет – это ваш выбор. Его методы, его высказывания, его решения можно оценивать по-разному. Но отрицать результаты сложно. Они ездят по дорогам, они летают над головами, они меняют представление о том, что может сделать частная компания. И, возможно, самое важное, они показывают, что будущее не приходит само. Его строят. Деталь за деталью. Провал за провалом. Прорыв за прорывом. 72 часа на создание подводной капсулы из ракетных деталей. Годы огненных шаров, прежде чем ракета села на хвост. Десятилетия работы над батареей без узких мест. Тысячи спутников, запущенных один за другим, пока над планетой не возникла новая сеть. Это не магия. Это инженерия. Это упорство. Это готовность ошибаться публично и продолжать. Капсула «Дикий кабан» до сих пор хранится где-то на территории SpaceX. Странный артефакт, собранный на коленке из космических деталей для спасения детей на другом конце Земли. Она никогда не погружалась в ту пещеру. Она так и осталась запасным планом, который не понадобился. Но она существует. Как доказательство того, что, когда у вас есть правильные инструменты и правильные люди, невозможное становится вопросом времени. Иногда вопросом 72 часов. На этом наша история заканчивается. Но история Илона Маска продолжается. Starship готовится к полетам на Марс. Neuralink расширяет испытания. Tesla работает над доступным электромобилем. The Boring Company проектирует следующее поколение проходических машин. Что из этого станет следующим прорывом? Что окажется тупиком? Что изменит мир? А что останется красивой идеей? Этого не знает никто, даже сам Маск. Но одно можно сказать точно. Он продолжит пробовать, продолжит ошибаться, продолжит строить. И где-то в его арсенале уже лежат детали для следующего изобретения, о котором мы пока даже не догадываемся. Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы начали с темной пещеры в Таиланде и прошли через весь арсенал изобретений, о которых редко говорят вслух. Розетки с водяным охлаждением, прессы размером с дом, батареи, перевернувшие законы физики, ракеты, танцующие в небе, лазерная паутина над планетой, машины, ныряющие сквозь Землю, роботы, работающие с точностью, недоступной человеку. И в центре всего этого серебристая капсула, собранная за 3 суток из космических деталей. Капсула, которая так и не погрузилась в воду, но которая показала главное. Границы возможного — это не стены, это двери, которые еще никто не пробовал открыть. Знаете, что самое удивительное в этой истории? Она продолжается прямо сейчас. Пока вы смотрите это видео, где-то на заводе в Техасе Гигапресс штампует очередной кузов. Где-то над вашей головой летят тысячи спутников, передавая данные со скоростью света. Где-то в лаборатории инженеры работают над следующим изобретением, о котором мир узнает через год, через 5 лет, через 10 лет. Будущее не приходит само.
Его создают люди, которые не боятся задавать неудобные вопросы. Люди, готовые ошибаться публично и начинать заново. И, возможно, кто-то из вас, посмотревших это видео до конца, однажды задаст свой неудобный вопрос и изменит что-то важное. Мне было очень приятно провести это время вместе с вами. Если история показалась вам интересной, если вы узнали что-то новое или просто хорошо провели эти минуты, буду искренне благодарен за вашу поддержку. Нажмите на кнопку «Нравится». Это помогает каналу расти и рассказывать еще больше таких историй. Подпишитесь, если хотите и дальше узнавать о технологиях и людях, которые меняют наш мир. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. А в комментариях напишите, какое из этих изобретений впечатлило вас больше всего. Может быть, многоразовые ракеты? Или робот, вплетающий нити в мозг? Или, может, те самые кирпичи из земли, вынутые при бурении тоннеля? Мне правда интересно ваше мнение. Спасибо, что были со мной до конца. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующих выпусках.